Всем привет! И вы на канале Вязание крючком Julie Woolly Toys. Я Юля, и сегодня рада вас приветствовать в новом мастер-классе. Что же мы с вами будем сегодня вязать? А вязать мы будем с вами... Посмотрите, какую милашечную подушечку. Я очень люблю коал и решила связать ее лично для своего пользования, для своих нужд. Уютненькая подушка. Мне кажется, она круто подойдет для любой детской, да и не только. И плюс ко всему, она очень практичная, потому что на ней вы можете отдыхать, спать, подкладывать под спинку, под голову. А для тех, кто на канале у меня впервые, или для тех, кто просто забыл, что существуют у меня также плейлисты, по ссылочке вот этой можете посмотреть плейлист по вязанию подушечек. Там уже их достаточное количество для того, чтобы обвязать весь ваш интерьер. Так что заходите, смотрите, лайкайте. Ну и, конечно же, поскольку я показываю сразу результат, что нас ожидает в мастер-классе, я думаю, что тем, кому понравилось, и те, кто будет со мной вязать, будет несложно поставить лайк. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Ну а что нам понадобится для вязания этой подушечки, я рассказываю дальше. Погнали вязать! Итак, что же нам понадобится по материалам? В первую очередь я буду вязать эту подушку из плюшевой пряжи Yarn Art Dolce. Я буду использовать такой вот серенький цвет, это номер 760. Также понадобится немного черной пряжи, из нее мы будем вязать глазки и нос, ну и на вышивку бровок, ротика по желаниям. Для декора ушек внутри нам понадобится такая мохнатая пряжа, фантазийная она называется. Мы будем делать внутренность ушка, чтобы она была приближена к настоящей коаличей. Я здесь использую пряжу Yarn Art Samba. Это обычная травка. Вы можете заменить по желанию, либо просто даже вязать из белой обычной плюшевой пряжи внутренность, как вам удобно. Также нам понадобится совсем чуть-чуть белой пряжи и розовой. Тоже можете брать по усмотрению, здесь номер не важен, у меня будут такие яркие щечки у подушки. Белая нам нужна для бликов на глазках. Их нужно совсем капелюшечку. Тут нам понадобится 2 крючка. Из основной плюшевой пряжи я буду вязать крючком 5,5. А для вязания элементов из хлопковой пряжи я буду вязать крючком номер 1,5 мм. Также не забудьте приготовить ножнички. Пригодятся счетчик рядов и маркер рядов, иголки, желательно одну пластиковую и одну обычную металлическую. Ну и для наполнения нам понадобится достаточно немаленькое количество холофайбера, ведь подушка у нас прожорливая. По материалам это все, поэтому предлагаю приступить к вязанию нашей подушечки. И начинаем мы вязать нашей серой пряжей основу нашей подушки, то есть круг. Плюшевая пряжа не вяжется в кольцо амигуруми, а обычно начинается с воздушной петелечки. Затягиваем и вяжем 2 воздушные петли. Во вторую от крючка петельку мы вяжем наш первый ряд, а это 6 столбиков без накида. Подушку мы вяжем по схеме классического круга. Второй ряд мы вяжем 6 прибавок, то есть в каждую петельку предыдущего ряда мы вяжем по прибавке. Итого у нас получится 12 столбиков без накида в этом ряду. Как видите, я параллельно ввязываю и хвостик, который у нас остался от начала вязания. Третий ряд в схеме классического круга начинается с одного столбика, одной прибавки, и мы будем так постепенно увеличивать все ряды. Соответственно, в этом ряду мы так повторяем 6 раз до конца ряда, и в третьем ряду у вас должно выйти 18 столбиков без накида. Четвертый ряд, 2 столбика без накида, прибавочка, и соответственно так повторяем мы до конца ряда. В четвертом ряду получится 24 столбика без накида.
Далее я использую некий прием. Я часто говорю об этом, когда я вяжу что-то круглое, какую-то основу. Как видите, со временем прибавки над прибавками начинают формировать не круг, а шестиугольник. Чтобы это исправить и круг у нас связался ровным, в следующем ряду мы должны бы связать 3 столбика без накида и прибавку. Но я начинаю ряд с того, что я вяжу 1 столбик без накида, вяжу прибавочку следом, а отсюда уже чередую 3 столбика без накида, 1, 2, 3 и 1 прибавку. Так я вяжу до конца ряда, и ряд у нас здесь закончится на 2 столбиках без накида, так как начинали мы с одного. То есть в любом случае в 5 ряду у нас должно получиться с вами 30 столбиков без накида. Так я делаю через ряд, чтобы выровнять наше круглое полотно, скруглить его. 6-й ряд я иду снова по классической схеме. И в нем я вяжу 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и прибавочку. Чередуем так до конца ряда, то есть 6 раз по кругу мы так повторяем, чтобы получилось 36 столбиков без накида в этом ряду. 7-й ряд. Мы должны вязать 5 столбиков без накида и прибавку. Но я опять делаю смещение, вяжу 2 столбика без накида, прибавочку, и отсюда уже вяжу 1, 2, 3, 4, 5, прибавку. Так довязываю до конца ряда, и в этом ряду у нас должно получиться 42 столбика без накида. Вот такой круг у нас должен получаться. И в 8 ряду мы вяжем 6 столбиков без накида, 6 и, конечно же, прибавочку. Так мы чередуем до конца ряда. В этом 8 ряду у нас выйдет 48 столбиков без накида. В 9 ряду мы снова продолжаем выравнивать наш круг, чтобы он не заострялся. И я вяжу 3 столбика без накида, вяжу прибавочку, а отсюда уже вяжем 7 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прибавку. Так вяжем до конца ряда. В 9 ряду у нас выйдет 54 столбика без накида. В 10 ряду все легко и просто. Мы вяжем 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида и прибавочку. Так продолжаем вязать до конца ряда, пока у нас не выйдет 60 столбиков в этом ряду. В 11 ряду снова нужно сделать скругление. Я вяжу 4 столбика без накида, прибавку, а отсюда мы вяжем 9 столбиков без накида и прибавку. 9 столбиков и прибавку мы, соответственно, повторяем до конца ряда. В 11 ряду должно получиться 66 столбиков без накида. 12 ряд мы начинаем как обычно и продолжаем наращивание ряда, расширение. То есть мы вяжем 10 столбиков без накида и прибавочку. Так мы вяжем до конца ряда, чтобы получилось 72 столбика без накида в этом ряду. А мы вяжем 13 ряд, и в этом ряду мы должны провязать 11 столбиков и прибавку. Но я, как обычно, продолжаю делать смещение, то есть я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, прибавку, и отсюда уже вяжу 11 столбиков без накида и прибавку до конца ряда. В этом 13 ряду у нас с вами получится 78 столбиков без накида. В 14 ряду мы вяжем 12 столбиков без накида и прибавку. Соответственно, мы должны повторить так, как обычно, уже 6 раз по кругу, чтобы получилось в конце ряда 84 столбика без накида.
15 ряд, и в нем мы должны провязать 13 столбиков и прибавку. Но помните о нашем скруглении. Я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида, вяжу прибавочку, а отсюда уже начинаю вязать 13 столбиков без накида с прибавкой до конца ряда. И в этом 15 ряду у нас с вами выйдет 90 столбиков без накида. Приступаем к вязанию 16 ряда, и в нем мы вяжем 14 столбиков без накида подряд, прибавку. Так, соответственно, мы продолжаем чередование по кругу до конца ряда. В 16 ряду у нас получится 96 столбиков без накида. В 17 ряду я делаю смещение. Я вяжу 7 столбиков без накида. 4, 5, 6, 7. Делаю прибавочку. А отсюда уже вяжу 15 столбиков без накида и прибавку. Повторяю так по кругу до конца ряда. В 17 ряду получается 102 столбика без накида. 18 ряд. И мы вяжем 16 столбиков без накида и прибавочку. Соответственно, повторяем так 6 раз по кругу. В 18 ряду у нас будет уже 108 столбиков без накида. 19 ряд. Здесь мы должны провязать 17 столбиков без накида и прибавку. Но я опять делаю последний уже ряд со смещением. Я провязываю 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида и делаю прибавочку. Затем я просто провязываю 17 столбиков и прибавку до конца ряда. В этом 19 ряду у нас должно получиться 114 столбиков без накида. Последний наш 20 ряд с прибавками. Это 18 столбиков без накида и 1 прибавочка. Так мы чередуем по кругу до конца этого ряда. После него мы вяжем последний 21 ряд без прибавок и убавок. В 21 ряду должно получиться 120 столбиков без накида. Будьте внимательны, здесь очень важно, чтобы количество петель было именно 120. Поскольку нам нужно будет связать 2 таких одинаковых половинки, и для того, чтобы они легли четко друг к другу и мы их смогли сшить аккуратно и четко, должно быть 120 столбиков без накида как на одной половинке, так и на другой. Поэтому довязываем эти ряды, возвращаемся в начало вязания по тайм-коду и вяжем такую же точно еще одну половинку. И вот такие вот 2 половинки, 2 детали подушки у нас должны получиться. Не смотрите, что они получаются такими как бы выпуклыми. Нам это как раз на руку, потому что мы будем набивать подушечку, и за счет этого она будет иметь форму, не будет плоской. На одной детальке мы оставляем достаточно длинную нить, чтобы можно было потом спокойно сшить половинки. Если что, в принципе, эту нить можно и присоединить потом. Но так удобнее, мне кажется, чем меньше соединений, тем крепче и плотнее вязание будет. А пока мы откладываем эти 2 наших половинки основы в сторону и приступаем к вязанию этой же серой пряжей ушко. Ушко у нас вот такое, так вот оно выглядит. Вяжется оно поворотными рядами. И мы берем тот же самый крючок 5,5 и вяжем им ушко. Начинаем мы вязать первый ряд точно так же, как и основу. Я имею в виду то, что мы начинаем с 2 воздушных петелек. И во вторую петлю от крючка мы вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вот так должно получиться. Это наш первый ряд. Затем мы делаем воздушную петельку, поворачиваем вязание и в обратную сторону начинаем вязать. В этом втором ряду мы делаем в каждую петельку предыдущего ряда
по 2 столбика без накида, то есть по прибавочке. Соответственно, в этом втором ряду у нас получится с вами 8 столбиков без накида. Второй ряд. В конце каждого ряда мы делаем воздушную петельку и поворачиваем вязание, идя в обратную сторону. Третий ряд у нас это 1 столбик, 1 прибавка. Так мы чередуем 4 раза по кругу. Соответственно, у нас получится на 4 столбика больше, чем в предыдущем ряду, а это 12 столбиков без накида. Третий ряд закончили, воздушная петля, поворот. Четвертый ряд 2 столбика без накида, 1 прибавочка. То же самое продолжаем делать до конца этого ряда, то есть 4 раза повторим, и у нас получится в этом четвертом ряду 16 столбиков без накида. Четвертый ряд закончили, воздушная петля, поворот. И чтобы тоже ушко у нас не было уголками, я и в ушке тоже люблю делать в таких детальках именно петли смещения. То есть в пятом ряду мы должны делать 3 столбика, 1 прибавку. Я вяжу 1 столбик, 1 прибавку. И дальше до конца уже ряда 3 столбика. 1, 2, 3. И 1 прибавочку. Три столбика, 1 прибавочку. Еще раз то же самое, 3 столбика, 1 прибавку. И ряд у нас получается заканчивается просто 2 столбиками без накида. Всего в пятом ряду у нас должно получиться 20 столбиков. Далее опять воздушная петелька, поворот. И шестой ряд мы вяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида, 1 прибавку. Повторяем так 4 раза по кругу, чтобы получилось 24 столбика без накида. В конце ряда воздушная петля, поворот и седьмой ряд это у нас 5 столбиков без накида. Опять-таки в этом ряду можно делать смещение, чтобы больше скруглить. Смотрите сами по вашему вязанию. Если вас все устраивает, то вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и прибавочку. Повторяем так 4 раза по кругу, точнее по полукругу. И в конце ряда у нас должно получиться 28 столбиков без накида. Следующий 8 ряд, воздушная петля, поворот. И вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и прибавочку. Аналогично всем предыдущим рядам повторяем это 4 раза. У нас должно выйти в этом ряду 32 столбика без накида. И это последний наш ряд по окружности самого ушка. Когда мы доходим до конца 8 ряда, мы должны обвязать вот эту вот нижнюю часть ушка, чтобы она стала ровной. То есть я точно так же делаю воздушную петельку и просто по низу ушка, приблизительно стараясь не пропускать петелечки, вяжу 1, 2, 3, 14. У меня получается 14 петелек внизу. Вот такое ушко у нас получается. Мы оставляем хвостик для пришивания и ниточку обрезаем. Закрепляем. Возвращаемся еще раз в начало вязания ушка и вяжем еще одну точно такую же деталь. Теперь мы будем вязать глазки. Для этого мы берем нашу черную пряжу и по классике вязания плюшевой пряжей мы вяжем 2 воздушные петелечки. Во вторую от крючка вяжем 6 столбиков без накида. Я, как правило, первую петлю сразу помечаю, потому что в плюшевой пряже достаточно сложновато потом найти начало-конец рядом. Мне так удобнее. 3,
4, 5, 6. И хвостик я параллельно ввязываю в сам глаз, в само вязание. Это был первый ряд. Второй ряд это у нас по прибавке в каждый столбик предыдущего ряда. Соответственно, у нас должно получиться 6 прибавок, а это 12 столбиков без накида по итогу в конце. Третий ряд, 1 столбик, 1 прибавка. Так мы повторяем по кругу аналогично 6 раз. В третьем ряду получится 18 столбиков без накида. И четвертый последний ряд, это у нас 2 столбика без накида, 2, прибавочка, повтор по кругу 6 раз и по итогу 24 столбика без накида в конце ряда. Соответственно, у нас все детальки практически парные, кроме носа. Соответственно, нам нужно будет связать второй аналогичный глаз. А теперь мы свяжем нос. Продолжаем вязать все той же черной пряжей. На этот раз мы вяжем цепочку из воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петелек. Во вторую петлю от крючка поворачиваемся и вяжем петельку. Сразу ставлю здесь маркер. Сюда мы вяжем сразу же прибавку, затем идем 1, 2, 3, 4, 4 петельки и в последнюю петлю ряда 1, 2, 3. Поворачиваемся уже на другую сторону нашего вязания, переходим, ввязываем хвостик, который у нас остается от начала вязания, и точно так же вяжем 1, 2, 3, 4 и 1 петельку в последний. Так, второй ряд, и мы вяжем прибавочку 1, прибавочку 2. Далее по одной стороне нашего носика вяжем 1, 2, 3, 4 петли. Центральные 3 снова вяжем по прибавке. То есть мы в этой детальке вывязываем овал. Прибавка 1, прибавка 2, прибавка 3. Затем снова мы вяжем 1, 2, 3, 4 по другой стороне вязания и прибавку в последнюю петлю этого ряда. Следующий третий ряд мы начинаем со столбика без накида 1 и прибавки. Еще раз столбик без накида 1 раз и прибавка. Далее у нас получается 1, 2, 3, 4 по стороне носа и 3 раза повторяем раппорт: столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка и еще раз столбик без накида, прибавка. Переходим на другую сторону, вяжем аналогично 1, 2, 3, 4. Еще один столбик без накида и прибавка. И далее мы еще довязываем такое как бы раздвоение носика у нас будет. Можно в принципе оставить и в таком виде, в виде овальчика, такой более упрощенный вариант. Я вяжу в одну петлю, внимание, столбик без накида, накид, полустолбик с накидом и сюда же в эту же петлю столбик с накидом. Следующую петельку я вяжу полустолбик
с накидом, столбик без накида и в центральную петельку соединительную. Теперь зеркалим. В следующую петлю я вяжу столбик без накида и полустолбик с накидом. Следующую петлю 1 столбик с накидом, 1 полустолбик без накида и столбик без накида. Можно еще соединительным столбиком вот так вот это все закрыть. То есть у нас получается вот такой вот носик коалы, более правдоподобный. Далее мы опять-таки отрезаем ниточку, оставляем достаточное количество длину нитки для пришивания, закрепляем и откладываем эту детальку. Теперь, внимание, мы меняем крючок, так как нам надо будет связать вот эти беленькие блики для глаза, чтобы наш глазик был более живой, мультяшный и симпатичный. Для этого мы берем нашу белую пряжу, у меня, так как вы знаете, Yarn Jeans, и начинаем вязать 2 круга. Для блика, который покрупнее, мы вяжем таким образом. Этой пряжей я вяжу крючком номер 1,5. И вяжем уже в стандартное кольцо амигуруми. Я вяжу для начала 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваю туго в колечко. И вяжу, это первый ряд. И вяжу второй ряд 6 прибавок. Каждую петельку по прибавке. 6 прибавок, соответственно 12 столбиков без накида в ряду. На этом первый наш большой блик заканчивается. Все, мы обрезаем ниточку, закрепляем, оставляя нить для пришивания, соответственно, этого блика. Это вот у нас большой блик. Маленький же блик вяжется вообще в один ряд. Это просто 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И затянули. Затянули как можно плотнее, чтобы не было отверстия. Можно еще соединить столбиком. Точно так же оставить ниточку для пришивания. Так как глазика у нас 2, то соответственно нам нужно 2 комплекта таких бликов. А затем, чтобы сразу решить с глазками все вопросы, вы можете по своему усмотрению распределить блики. Можно их расположить вот так. Можно расположить вот так. Посмотрите, как вам больше нравится, может быть вот так. И подумайте, как вам хочется их пришить. Затем просто мы прикладываем к глазику. Сейчас это легко, и пока глаз не пришитый, это важно сделать. Прикладываем к глазу, можно даже приколоть булавочками, либо разместить, как вам нравится. И пришиваем просто иголочкой по кругу. Еще нам надо связать с вами 2 детальки щек. Щеки у нас розовые. Можно брать нежно-розовый, можно вообще отказаться от щек. Это уже по вашему усмотрению. Мне кажется, они добавляют такую милоту, кавайность этой подушечки. Я вяжу, в общем, с щечками. И вам показываю, как их вязать. Вязание будет чем-то схоже с вязанием носа, потому что это тоже у нас овал. Но вязать мы его будем таким образом. Набираем цепочку из воздушных петелек, 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петелек. Во вторую петлю от крючка вяжем 1 прибавку. Я сразу отмечаю начало ряда. Не люблю в этих овалах путаться. Далее мы вяжем по цепочке 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И в последнюю петельку снова мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю, чтобы перейти на
вторую половинку нашей щеки. Здесь мы вяжем 5 столбиков и ввязываем ниточку, которая у нас осталась от начала вязания. 3, 4, 5. И в последнюю петельку мы делаем прибавочку. Всего в этом ряду получается 17 столбиков без накида. Это наш первый ряд считается. Второй ряд мы начинаем с 2 прибавок подряд. То есть вяжем в первый столбик 2 столбика. В последующий столбик тоже вяжем 2 столбика без накида. Далее по цепочке 1, 2, 3, 4, 5 и 3 прибавки, чтобы перейти на другую часть. По второй стороне мы вяжем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6 и 1 прибавку в конце. Третий ряд мы начинаем по классической схеме этого же овала. Начинаем со столбика без накида, следующую петлю прибавку, еще раз повторяем такой же раппорт, то есть 1 столбик, 1 прибавка. Потом вяжем просто 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 раза повторяем раппорт, столбик без накида, прибавка. Перешли на другую сторону и продолжаем вязать. Это у нас 6 столбиков без накида. Потом еще 1 столбик и 1 прибавочка. В конце третьего ряда у нас должно получиться 29 столбиков. Вяжем заключительный 4-й ряд. Его мы начинаем с 2 столбиков без накида подряд. Привязала 1, 2 и прибавка. Вяжем еще раз точно так же 2 столбика подряд и прибавка. Затем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 раза повторяем раппорт. 2 столбика, прибавка. Затем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас остается 3 петелечки. В них мы вяжем 2 столбика и 1 прибавку. На этом мы опять-таки оставляем ниточку для пришивания, обрезаем ее и закрепляем. Ну и вы уже знаете, что делать. Нужно связать 2 таких, соответственно, симметричных щечки. И последнее, что нам нужно именно связать, это пушистая внутренность уха. Я ее вяжу из фантазийной пряжи. Как я уже и говорила в начале, это у меня Samba Yarn Art. То есть у нас должна получиться вот такая мягенькая вкладочка в ухо. Я ее уже пришила. Пришивать ее следует аккуратно, цепляя только лишь за как бы верхние половинки ушка, ну, петельки ушка, чтобы насквозь она у нас не проходила, потому что ушко пришивается вот так, и соответственно здесь все будет видно. Я ее просто подцепляла за передние стеночки петель с этой стороны, следила внимательно, чтобы они не выходили сзади. И еще немножечко распушила ее в конце вот такой вот пуходеркой, примерно вот так. А внутреннюю часть уха мы точно так же вяжем поворотными рядами, как и само ушко. Только вяжу, соответственно, крючком, который помельче, потому что сама ниточка достаточно не толстая. И эту пряжу я тоже вяжу с 2 воздушных петелек, не из кольцо амигуруми, ее тоже достаточно сложновато затягивать. Поэтому во вторую петельку от крючка мы вяжем 5 столбиков без накида.
Воздушная петля в конце, повернули. Тут важно не пропускать петельки. Сложновато для новичков, может быть чуть-чуть сложновато. И мы вяжем по прибавке в каждый столбик предыдущего ряда. То есть в этом ряду у нас должно получиться во втором 10 столбиков без накида. В конце ряда снова воздушная петля, поворот. Здесь в принципе маркер ряда нам не столь нужен и важен. В третьем ряду мы делаем столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем прибавку. И так мы повторяем до конца ряда, чтобы у нас вышло в третьем ряду 15 столбиков без накида. Третий ряд закончили, воздушная петля, поворот. Четвертый ряд, 2 столбика без накида и 1 прибавочка. Так повторяем до конца ряда. У нас здесь все будет кратно 5, то бишь в этом четвертом ряду у нас получится 20 столбиков без накида. Воздушная петля, поворот, и пятый ряд мы делаем 3 столбика без накида. Вы можете пальцем немножко помогать себе. Я вот притаптываю так волохатость нитки. 3 столбика без накида, прибавка. И повторяем так 5 раз. Соответственно, у нас получится с вами 25 столбиков без накида в этом ряду. Воздушная петелька, поворот, 6 ряд, 4 столбика без накида и прибавка 5 раз до конца ряда. И в этом ряду у нас будет 30 столбиков без накида. Воздушная петля, поворот, и в 7 ряду мы вяжем соответственно 5 столбиков без накида, прибавку. Все то же самое повторяем 5 раз. У нас выйдет 35 столбиков без накида. Воздушная петля, поворот, 8 ряд, это у нас 6 столбиков без накида, прибавочка. И соответственно повтор 5 раз. В этом 8 ряду у нас выйдет 40 столбиков без накида. Воздушная петелька, поворот, в 9 ряду 7 столбиков без накида и прибавка. В конце ряда получится 45 столбиков без накида. И 10 заключительный ряд, это воздушная петля, поворот, 8 столбиков без накида и прибавку. Получаем 50 столбиков без накида в конце. На этом мы завершаем вязание внутренности ушка, распушиваем, завершаем и оставляем ниточку для пришивания. И, как я уже говорила ранее, аккуратненько пришиваем к серой части ушка. А на данный момент у нас уже готовы должны быть все детальки. И прежде чем сшивать наши половинки подушки, мы должны оформить одну половину уже в полноценную мордочку коалы, для того, чтобы было легче это делать. Вот у нас глазки. Вы можете по своему усмотрению выкладывать, как вам нравится. Можно мордочку вот так сделать у коалы, можно вот так носик. То есть первым мы по центру пришиваем носик, мы его прикладываем, размещаем все детали. Можно приколоть булавочками, посмотреть, как вам больше нравится. Можно попереворачивать, смотрите, блики в глазках, они меняют выражение мордочки нашей подушки коалы. Располагаем нос по центру, глазки симметрично. Под глазками у нас щечки розовенькие. То есть вот так вот должно у нас быть. Ушки мы будем сшивать вместе с двумя половинками. Поэтому прикалываем все детальки, размещаем, как нам больше нравится, и пришиваем к одной из основ. Далее я сложила 2 детальки изнаночными сторонами друг к другу. И пришивала, сшивала уже полностью подушечку по лицевой стороне, захватывая обе стороны. И, соответственно, ушко тоже я захватываю вместе с 2 сторонами подушки. Ну и не забываем набивать в процессе вязания нашу подушечку холофайбером. Ну и вуаля, вот такая подушечка коала у нас должна с вами получиться.
А здесь я еще когда вязала ушки, мне показалось, они не сильно жестко стояли, немножечко так телепались. И поэтому вот здесь, вот в этих местах, я еще сделала по одному стежочку, как бы их пришила наперед, зафиксировала. И теперь ушки вот так вот замечательно у нас выглядят. Они не падают, они такие вот стоячие, как вкалы должны быть ушки. Если вы не поставили подушечки еще лайк, то самое время это сделать. Подписаться на канал. И всем спасибо за просмотр. До встречи в новых видео.